теперь будем ебашить смешно. Какие-то жопки. Хто там ще хоче відвертого прочухана? Зачекай, я ненадовго кохана. Зараз по пиці дам тому брехливому хаму. Зараз впаде його тіло, буде без тями. Він навіть не тямить, на кого стрибає. Я розбиваю зухвало його танки. Я вибиваю його зуби, він вже не кусає. Він навіть не тямить, що тим танкам гайки. Хаш крашер, перемога вже наша. Україна ніколи не впаде на коліна. Хаш крашер, перемога вже наша. Так, запустили. Давай начнем с самых таких, знаешь, простых вопросов. Кто, откуда, где вырос, в какой семье? Бля, я Игорь, родился, блядь, в Беларуси, в Минске, вот, прожил там всю свою осознанную жизнь до этого, типа, занимался спортом, сначала начинал карьеру футболистом, потом получил травму, после травмы я пошел в единоборство, пошел на футбольный сектор, стал околофутбольщиком, потом немножко стал тусером, потому что немножко взгляды мои где-то сдвинулись, не в плане там каких-то там моего мировоззрения, а в плане людей, с которыми я двигался. Вот. И потом обратно вернулся в околофутбол, митинги в Беларуси, вот, потому что пидор усатый сфальсифицировал выборы. И у нас это не получилось, и у нас начались обыски, и мы все разъехались по всему миру. Так я оказался в Украине. А ты участвовал в этих движах там ведь? Да, с самого первого дня, как начинались предвыборные кампании, я ходил голосовать, стоял с людьми. И так и в тот день, когда оглашены были цифры эти, которые он себе присвоил непонятные, я был в первых рядах с людьми. Вот. Я пострадал от светошумовой гранаты. Я не знаю, можно считать меня первым белорусом или нет, но насколько я знаю, где эти начались боевые действия, то первая граната, которая была запущена, это светошумовая, попала около моей ноги, самая первая, и то есть осколочными поранила ногу. Ну вот так как-то. И ты там дальше движевал, да? Я дальше стоял, блядь. Это была очень крутая история. Потом я был в одной из местностей, с которой не мог выбраться. Я знал, что там патрулируют ОМОНовцы. Это уже было, когда всех начали разгонять. Вот. И мне повезло, потому что одна девушка, которая сидела около подъезда, я к ней подошел, у меня разорванная штанина, вся нога в крови, блядь, такой экшен. Я в полу терял сознание уже такое. И она меня завела к себе домой, накормила, напоила, дала своего парня штаны и отпустила меня с утра, и я так смылся. Вот. И потом я дальше движевал, ходил вместе с людьми на марши эти, и все. И в один из прекрасных утров пришли домой с обыском по прописке, а я по прописке не жил. Вот. Они позвонили и сказали, что да, мы просто с тобой пообщаться хотим. Вот это, знаешь, тема типа хорошего полицейского. Приди, мы с тобой просто поговорим. Я такой говорю, хорошо, я приду, говорю, послезавтра. Говорю, сегодня дела есть, послезавтра приду. Ну все, я поехал, посмотрел, выездной или нет, и уехал. Как ты думаешь, почему вот именно в Беларуси не закончилось так, как в Украине? Ну, смотри, здесь много факторов играет. Давай начнем с самого такого, менталитет людей. Вот. У нас более такой менталитет, скажем, добродушных людей, не знаю, которые все готовы терпеть до самого конца. И там, вот это, знаешь, фотография про лавочку, ну, это реальность. Это не какая-то там постановка, что там, блядь, специально сделали. Вот это у нас такие чистые граждане, которые боятся. Мало кто из людей готовы были там пойти до конца в этот день. То есть возьмем мужчин там и кучу людей, которые стояли. Наверное, нехватка какого-то оружия, вот этой борьбы и все. Потом, я считаю, очень главным фактором, который люди, наверное, не замечают, это дали людям ходить эти марши, которые большие, собирали огромные площади. И если ты посмотришь, ОМОН их не трогал.
Для чего это было сделано? Люди ходили, а пока люди ходили, в то время изучались материалы, видеозаписи, всякая эта штука. И за многими начали приходить в это время домой. Точечно, да, за журналистами, за всеми. И начали всех потиху садить. Вот. И когда люди об этом начинали узнавать, кто-то начинал уезжать, кто-то садился. И вот это, вот, знаешь, шатание у всех людей, ну, вот такой, наверное, конец. Потом наступила зима, кто зимой будет ходить? Никто. Вот так это все и закончилось. В Украине, наоборот, зимой было очень горячо. Да, вот. Но, понимаешь, менталитет. Украинцы, блядь, воюют всю свою жизнь, блядь, против этих свинособак. Уже война столетиями у вас, блядь, на вас все покушаются, вы все сражаетесь. Поэтому это все в менталитете. Белорусы в конфликтах не участвуют. Вот так. Да. Ну, я Майдан был с первых дней, как вот только началось. Мы с братом, нам было 19 лет. Мы первые ходили там в Харькове под памятник Шевченко. Вот там собирались бабушки, либералы, пирожки, чаек и стояли под Шевченко. Мы с братом же там с организацией националистической. Давайте готовиться, воевать всех этих. Нам там не надо, вы что? Нам все мирно, там мирно. Деньги собирали. Я, по-моему, встречался там с руководителями Майдана Харькова. Говорю, где бабки вы собираете? Ну, говорю, где бабки? Склифосовские. Куда? Мы отправляем в Киев. Я говорю, вы что, гоните? В Киеве, говорю, вся страна помогает, Европа. Говорю, а вы куда? Тут в Харькове. А Харьков, ну, не самый благоприятный город. Мэр Кернес, сейчас же в Харькове его заместитель Сепар тоже руководит. Я говорю, куда? И, короче, и потом начались вот эти в Харькове оплотовцы, это же сумасшедшая банда. Если слышал о них, они потом батальон свой сделали в ДНР. Это ж как бы не шуточки, там спортики профессиональные были. Я помню, то они приезжали нас там давить, приезжает просто человек 50, все в повязке, ну, с бинтами, там все дела, знаете, мусора их не трогают, и они там гоняют. Я же говорю, мы в Харькове встречались там с теми, все что же сидели, ждали, ну типа, высматривали, что будет, да, там, не хотели выходить, потому что понимали, что за ними придут. И большинство футбольных фанатов, националистов уже были на карандаше, да, и как бы понимали, если они только рыпнутся, а мусораж уже обзванивали, да, и говорили, не надо. Поэтому у нас там в Харькове тоже мы думали, что ничего вот не будет, но 1 декабря, спасибо добрым людям, дали там огня и как бы это. Ну, я скажу, вот в Харькове 1 марта я думал, что нас убьют, конечно, когда окружили здание. Но в Харькове было все, вот очень, конечно. И Янок тупой, конечно, сделал ту ошибку, что вот начал убивать людей. Не начал. Да, но, блядь, смотри, я думаю, что это не сам Янок сделал, а он делал все, давай начнем на чистоту под указку. Ну, то да. Под указку того самого долбоеба. Вот. И знаешь, это вот, смотри, у вас это получилось, типа, вы это все сделали. Смотри, как произошло в Беларуси. В Беларуси произошел другой сценарий, я думаю, что тоже работался под указку, и нас просто всех сразу захуярили, блядь, с чего можно было. Всех нахуй разделили, запиздошили, и все. И вот такой сценарий. Потому что, если мы с тобой посмотрим третий сценарий был сам в России. Ну, я это так для себя вижу. Вот это якобы этого, знаешь, Навального посадили, да, видел, там люди собирались. Что делали там? Вообще не замечал. Да, там в каких-то там этих били кого-то там, паковали. Ну все. Чтобы в кого-то, блядь, стреляли, нахуй. Что-то взрывали, блядь. Ну, такого ж я, блядь, не помню, что было. Ну, там нет, там только дубинка. Вот, видишь, типа, знаешь, типа, учатся пидоры. Ну, они понимают, ну, конечно. Ну, смотри, еще, как ты думаешь, если бы не было у вас, вот, ну, в Украине, я скажу, Майдан, это была махновщина. Это была такая организованная махновщина, что просто ужас. Я на Майдан в Киев приехал, тут пылают шины,
Тут там бабка стоит, киркой выбивает брусчатку, ну реально. Тут девочка такая красивая, там, знаешь, молоденькая, не знаю, лет 18-19, такая, 17, носит кока-колу нам приводит. Тут шины горят, там мусора поливают с бразбойда, стрельба, там коктейли кидают. Тут тебе это, там бабка буржуйка, там люди стоят, баррикады же заледеневшие были. Люди по очереди проходят, им там добро дают, понял? И нету руководителей, знаешь, нету человека, который говорит, идите туда. Мы сидим на баррикадах, встали, пошли там искать ватников или кого-то по городу. В Харькове мы же тоже так делали. Ну, я, наверное, я не знаю, можно рассказывать, что мы делали? Или нельзя, там просто срок давности этого всего. Ну, короче, там были случаи, потом нас показывали по телевизору, тоже мы, ну, и вот из-за того, что, мне кажется, у нас вот, мы не слушали вот эту сцену, которая стояла и... Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Вот, но я очень бля, сильно видишь, надеялся на Беларусь. Я думаю, что должна была быть какая-то сцена, как и в Беларуси, там, знаешь, говорят, типа, вот, тот был заводила толпы, или там, тот руководил там тем. Да, блядь, такого, ну, ебать, я там был, блядь, такой хуйни не было. Типа, люди, блядь, просто вышли, блядь, и делали, нахуй, то, что могли. Вот и в принципе, что делали? Стояли, блядь, кричали, нахуй, и все. Поэтому это все, знаешь, это басни, бать его, ворот Крылова, с этих сторон, которые будут всегда говорить, что вот эти националисты захватили все, они там руководили. Ну, что они еще могут сказать? Ну, смотри, давай перейдем к нашим больше событиям. Как ты думаешь, ты тут, ну, воюешь, ты гражданин Беларуси, воюешь в Украине, ты воюешь за независимость Беларуси? Да, я думаю, что это является каким-то таким, знаешь, во-первых, я считаю, что воюя, допустим, за Украину, мы как-то очищаем имя белорусское, потому что мы знаем, откуда летит ракета, это ни для кого, блядь, не секрет. И очищаем то, блядь, стадо долбоебов, которые думают, что Россия наши братья. Вот, поэтому я думаю, что в этом тоже есть такая своя независимость. Ну а так, я думаю, что пускай все ждут, готовятся. Вот так. Пускай приходят сюда, будут погибать нахуй с той стороны. Ну ты, как ты оцениваешь шансы вот вторжения Беларуси? Вот тема топ-1, наверное, уже... Да, ты знаешь, я сначала говорил, что это, это типа невозможно, потому что я, знаешь, думаю по таким фактам, что Беларусь не участвовала в конфликтах никаких, Беларусь, блядь, нигде не воевала, частных военных компаний, опять же, этот ЧВК «Вагнер», где есть какие-то белорусы сидевшие, один из которых долбоев там он записывал, что он снайпер, ищет у меня 1 000 000 рублей, пошел нахуй. Не участвует, никто не участвует в этих войнах. Я вот думал, что, блядь, ну как это так, ты, блядь, возьмешь пацана и скажешь, ебать, это наши союзники, пиздуйте типа в Украину, блядь, будете воевать. Мне писали люди просто о том, что человек 20-30 там готовы были сдаться, когда они по полной кипе с первых дней там возле границы тусуются. Вот, и готовы были сдаться. И я из этих всех соображений говорил, что, ну, блядь, ну не втянут их в такую супервойну. Потому что Лукашенко, видишь, он пытается на всех интервью сидеть на 2 стульях этих, как всегда. И типа якобы это наши союзники, да что вы не знали, мы же с Россией, ебать, вот друзья. Но я что сделал? Мы охраняем им тыл на своих границах. Ну пиздец, ты что, реально прикалываешься, ты что? Вот, и я считаю, что Путин пытается втянуть его так, чтобы войска белорусские вошли уже на территорию Украины. Как только белорусские войска войдут на территорию Украины, то он как бы скажет, вот белорусы тоже, и сольет как бы тоже белорусов в такую же пропасть, как и сам сидит. А пока Лукашенко пытается, что пропасть-то можно и обойти, если что сказать, нас, блядь, оккупировал Путин, вы видите, какой он, типа, ракеты не мы пускали, это, блядь, русские нажимали. Проще говоря, это будет не военное, а политическое решение. Да, вот. Так, я сейчас склоняюсь к такому мнению, что, типа, лучше быть готовым. И я думаю, что мое мнение все-таки уже сходит туда, что все-таки его втянут рано или поздно. Может быть, но ты ж довольно-таки такой медийный, популярный, да, ты говоришь, там, награду за тебя. За меня, кстати, обидно не давали, я есть у них на сайтах, как этот,
мародер, убийца мирных жителей, ну вот это вся, каратель нацист Сазова, вот. Но Да, ты ж можешь... мне тоже, А? мне тоже, извини, перебью, мне тоже приписали, короче, что, типа, как это, с Азовом там что-то связано, типа, сплелся с какими-то там, мы ржали с пацанами. Там. Боевиками, Сплелся, типа... типа, с азовцами, типа, сплелся, типа, что такое, блядь? Не, я к тому, что ты можешь как-то ну, наладить, вот, быть этим мостом хотя бы с белорусскими военными, к ним видео какие-то записывать. По факту, ну, никто ж не хочет стрелять белорусов. Бля, дядька, все, давай с тобой говорить, все трудно. Там работает точно такая же пропаганда, как и работает в России. И у нас посчастливилось там, я не помню сколько, недели 3, наверное, назад, мы увидели прямой эфир, сидел чувак в белорусской форме, который служит в Беларуси по контракту сейчас, и он, короче, блядь, артиллерист, короче, но он типа тоже там по пусковым ракетам, вся вот эта тема, и он говорит, я не пускаю ракеты, я только там батареи снабжаю. И вот мы с ним общались на тему войны. Я говорю, это операция или война? Он говорит, операция. Я ему начинаю говорить, он увиливает от вопросов. И он мне просто дал понять о том, что если его пошлют, ну, он пойдет. Понимаешь? Потому что он как бы служит в армии Республики Беларусь, и это как бы его долг. Понимаешь? Вот это вот. И каждый просто не понимает, что, ебать, все-таки все ваши жизненные решения остаются только за вами. Вот. И когда русские пели песни, которые в плену, типа, ебать, мы ж не знали, куда нас пускают, там, или еще что-то, да это все, ебать, его в рот бред. Да не, ну понятно, ну 21 век на дворе. Ладно, ты не мог раньше знать, где там заканчивается граница одного государства, да, где другого. Там, то понятно, когда ты там с копьями в лесу там живешь по 5 лет, да, я понимаю, ты уже там забыл, где мать родная, где все, но тут, извини меня, как бы, да, когда ты, и тем более, ну, на танке едешь, ну, то понятно, все сказано. Ну, поэтому... Да, так и вот, и белорусы, я же тебе говорю, что белорусы это тоже такая, типа, тема, что я думаю, что, блядь, им скажут, они пойдут вон. Если ты читал новости, я не знаю, правдивые они или это, ОМОНовцы подписались, блядь, на то, что они хотят воевать. Вот их я больше всего жду, блядь, чтобы они поняли, что, ебать, его рот дубинки уже нахуй не работают, блядь. Так он под Харьковом разбили колонну Нацгвардии русской. Видел видео, нет? Смотрите, друзья, разбитая колонна россиян, здоровеннейшая, не знаю сколько, вот техника всяческая, и посмотрите, с чем они ехали брать Украину. Они думали, что мы вообще какие-то хохлы, но тут оказались козаки українські, котрі розбили цих окупантів в пух і прах. Дивіться, вони їхали зі звичайними шоломами, зі щитами. Вони думали, що в нас проканає так, як в Москві, в Пітері або в іншому російському місті, але вийшло не так. От в снігу, ближе знімати не буду, видно пальці. Вот, это приехал человек денацифицировать Украину. Он сейчас лежит под снегом. Благо сейчас холодно, иначе стоял бы здесь от него неприятный запах. Так что, друзья, так и живем. Мы нацелены только на победу. В любом случае стоим до конца. Да. Дубинками, но это ж не бабушек бить. Ну, типа, Да, они приехали и остались сразу, типа, уже тут. Ну, вот и все. Там, кстати, я говорил там своим подписчикам, что будут тебе вопросы задавать. Я думаю, этот вопрос слышал 150 раз, ну, попросили по поводу девушки. Как девушки. Бля, это останется в тайне, потому что я не буду говорить, потому что заебали с этим вопросом. Какая разница, есть у меня девушка или нет? Ну, мне тоже, ну, это такое. А какие хоть нравятся, скажи, вот просто высокие, низкие, брюнетки, блондинки? Это какая тоже разница, блядь. Ну спрашивают люди, спрашивают, что... Я просто не понимаю, вот, когда люди задают такой вопрос, а какие больше всего нравятся. Высокие, невысокие, брюнетки, блондинки, с какими глазами. Это ты типа должен идти по городу, и ты такой, знаешь, встречаешь так. Рост такой-то, волосы такие-то, глаза такие-то. Ты моя. Ну, блядь, это же так не работает, люди, ебать. Не, ну мало, может... Ну, вот как-то... Я, смотри, я сужу так, что просто большинство девушек не знают, что такое отношения с военными людьми.
когда они... Да, это, давай вот просто, я хочу, девушки, всем вам объяснить, вы думаете, что это супер, ебать, просто, вот он пошел, поехал, воюет, и вы такие, типа, сидите дома, борщи готовите, да, там, держите кулачки, это так не работает, вы будете всегда переживать. Во-первых, мужчина будет тоже, блядь, переживать, потому что вы дома там сидите, будет что-то там хуйней заниматься в своей голове. И это стресс. Поэтому будущая жизнь ваша будет уже под прицелом, потому что никакого заработка, блядь, не будет у военного, как бы непонятно, что с будущим. Сдохнешь ты, не сдохнешь, блядь, ну как бы, бля, это реально. Поэтому думайте головой, конечно, это очень круто, что, возможно, в такой период девушки все начали кричать «хочу себе мужа ЗСУшника», но я думаю, что это просто такой пока период. Потом все опять вернется в свое русло. Я стараюсь объяснять, да, говорю, вы понимаете, что это не так все легко, и я и реально вот в Азове есть там вот девушки, да, вот, ну, посестры, да, мы их называем, которые там вот остались со своими там, я знаю, у одной там парень, муж уже, да, в плену и все, и она вот кучу лет с ним, несмотря на его деятельность, несмотря на то, что в этом, до этого был в организации, преследовали мусора, Майдан, Бега, потом правый сектор, черные человечки, война, и она вот все это время с ним прошла. Не виделись, безденежье, да, там, жрать было нечего, дети родились. И вот она, вот это вот, ну, показатель той девушки, знаешь, которая вот она идет с ним. И он сейчас в плену, и она каждый день, там, через день поддерживает, выставляет фотки, заботится, вот, ну, вот показать. А не то, что, да, прикольно, а потом только тяжело, либо 3 месяца не виделся, там, или 4, ну, блядь, мы ж не видимся, типа, ну, давай. Нахуй. Да, или такое, что ты там приехал, ты с ней находишься там неделю, у тебя срочный выезд, ты уехал на месяц, приехал на 3 дня, уехал опять на 2 месяца, и вот такая тягомотина. И это все, конечно, очень круто, но... Смотри, есть еще это, как тебе угрожают в интернете, тоже люди спрашивали. Ну, в директе. Как мне угрожают? Ну, да, пишут там, знаешь. Бля, это, кстати, очень круто. Я, блядь, не люблю с людьми, я не могу просто долго рубиться в комментариях. Во-первых, потому что сейчас комментарии одни и те же, в принципе. И рубиться с людьми вообще просто становится уже надоедает. А во-вторых, мне хочется сразу бить ебальники и стрелять у людей. Вот. Ну, вот такие гадости пишут. Там кто-то за голову. Как-то скидывали мне видео, типа, там группа якобы зашла, меня ищет, и он пишет видео в маске. И я с ним пытаюсь общаться, говорю, друг, так сними маску, что ты боишься-то? Я говорю, я перед вами вообще не боюсь, я с открытым лицом. Вот, с вами Назарю. А сними маску, давай по чесноку. Или есть такие типы, которые, знаешь, я там в Донецке сейчас, знаю, что такое это направление, давай зарубимся. И ты вот сидишь и думаешь, типа, как зарубимся? Это как в Counter-Strike, мы типа стали по разные стороны. Высадимся на школу, играл в PUBG? Да, и 1 на 1 зарубимся. Как это вообще работает? Вот. Ну так что, какие угрозы? В основном нет угрозы. Писали как-то с Губопа о том, что это с Беларуси. Когда я приеду, уже ждут, не могут. Вот. На что я им сказал, что я приеду с сознанием, не переживайте. Вот. Поэтому вот такое все. Все такое. Как а так, очень на эту тему хотелось бы, знаешь, пообщаться на тему людей. Я возьму украинцев. Вот это вот меня настигает. Первая тема. Всех зацепили мои высказывания про Усика и Ломаченко. Я от них никогда не открещусь. Они нахуй пидорасы. Вот. Я тебе писал, я согласен. Я в Крым обычно въездной. После любого боя в Крыму за меня болеют. У меня в России очень много поклонников моих. Очень много, по всей России. И, в принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы славяне. Давайте вот так и будем говорить. Славяне. Перешкод немає на... Нет никаких перешкод. Перешкода є у когось у голові. Отам є перешкода. А якщо перешкоди нема, то все буде гаразд. Блять, мне писали, братан, чтобы ты понимал, писали там люди, типа, ты, белорус, не имеешь права вообще говорить, это наши украинцы, типа. И я им просто скидываю видосы, говорю, блять, ваш украинец так может говорить, в принципе, скидываю это, либо то, что Ломаченко сейчас обосрался уже вообще в который миллиардный раз.
И мне люди вот пишут, ты белорус, не имеешь права говорить. Ты что-то я не имею права говорить, я все могу говорить. Вот. Если не пидорасы, то вот такое, ну, значит такое. И очень сильно мне не нравятся украинцы, которые, знаешь, вот это вот настроение у которых поменялось. И вот давай с тобой так рассматривать. Ты, допустим, конкретно сделал для Украины за какой-то там промежуток времени в Украине какие-то такие дела, да? Все сейчас пишут такую хуйню, что почему ты сейчас, вот почему ты сейчас, кстати, чистый, братан? Вот почему ты чистый сейчас, Я а не купаюсь, вот его... бреюсь. Ну а что? А зачем, почему? А почему ты счастливый, скажи мне? А почему ты счастливый? И это какой-то пишет украинец, и очень обижает на самом деле то, что, блядь, украинцы начинают заниматься какой-то подобной хуйней и перебирать чью-то жизнь. Почему ты, блядь, не на войне? Ну, если я потому ж что 8 наговорю- лет, ну, я не знаю, видел ты или нет, при Порошенко и других 8 лет вооруженные силы, нацбаты сравнивали просто с говном. И даже сейчас эта политика продала. Вот ты говорил, да, давать его там подруга типу где-то в Одессе делает в армию. Тип наркоман в армию, всех долбоебов в армию. Я, ну, на самом деле, вот, ну, у меня просто, по-моему, по лицу, я в интернете никогда не ною, потому что даже когда у меня там проблемы или что-то, да, но мне всегда обидно за вот моих братьев там с Азова и других, да, потому что сейчас Азов это во всех подразделениях, и даже если вот я не знаю, я тоже всегда переживаю, смотрю, и мне больше всего обидно за них, потому что я знаю, я вот смотрю на парня, да, блядь, молодой, ну, вообще, и у него там уже куча ранений, у того пальца нет, сидит мне показывает, там, сходит так, другой там без 2 пальцев, он так вот, я говорю, черепашка-ниндзя. И мне вот обидно, и вот сравнивать, да, вот люди пишут, я говорю, зачем? Я говорю, зачем вы унижаете, в первую очередь, тех людей, которые там вот сидят? И, ну, мне тоже пишут, ну, что я буду говорить? Мне тоже пишут, ну, я говорю, хочешь узнать, кто я, зайди в интернет, вбей мое имя, фамилию, ну, там есть видео, ну. Да, а ты, они, знаешь, они, братан, вобьют кто-то и что-то, и все равно зададут вопрос, это вот тоже такая тема. Какого хуя ты вообще сейчас не на войне, и почему ты вообще снимаешь видео? Или есть вообще такие типы, которые мне, допустим, говорят, ты снимаешь интервью, ебать, не воюешь. Потому что мой друг, нахуй, поехал, и он как бы не воюет. Ну, типа, он воюет и не может снимать. И резонанс у людей. И сколько бы ты вот не сделал для людей, вот я понял, для себя сделал такой вывод, сколько бы ты не сделал хороших вещей, найдутся, блядь, те, которые тебя захуярят, все равно хуями, бля, обложат. Поэтому я, когда дембельнулся, я пошел в политику, начал всем помогать людям, поголовно ездить там. Меня и стреляли, и били, и там, и все, и СБУ меня там искало, мне наяривали люди, те за тобой едут уже. Я там, ну, тоже действия предпринял. Короче, все, что хочешь. Я потом ушел от этого, начал помогать дети, животные, пенсионеры. Все. А остальным все забил. А так, ну, в основном люди просто не понимают, что армия это не только сидение в окопах. Есть разные должности. В Азове, например, ну вот реально, у нас в Азове были там позиции на Широкино. У меня вообще было. Я себе условия создал. У меня была кровать, я там себе все подготовил. Там. Мы провели себе спутниковую антенну. Телевизор был. Я там себе смотрел, там, нам еду горячую привозили, мы ж недалеко от Марика, мы заказывали пиццу себе. Поэтому кто как себе хочет, у нас даже дальше позиции, где были там на гранитном штольне, типа, кто как хочет, тот себе так быт организовывает, да. У нас все убрано было, дров нарублено, мы со всеми договаривались, парни, уезжайте, убирайте, дров нарубали, в следующей смене, чтобы ночью они не, ну, то бишь, а все привыкли, что да, ВСУ, там, ну, или сейчас вот все ВСУ, ну, никто не делит, что это ССО, не ССО, должен быть грязный, вонючий. У меня кем тот там, сейчас товарищ хороший, в иностранном легионе, да, один командир там, вот, ну, у них есть тот отпуска, он приехал в Киев, мы с ним виделись, там, кофе, но я не скажу, что он бомж, хотя он в таких жопах лазил, ну, он опрятно, красивая борода, там, ну, все чисто, красиво. А люди, смотри, а люди бы знали о нем, увидели бы его один раз в Киеве и сказали, так он же не воюет, он, блядь, в Киеве ходит. Ну, понимаешь, вот так, это такая, типа, такая сторона плохая у людей есть. Ну, по поводу Ломаченко и Усика, есть такая вот плохая сторона медали, у наших людей очень короткая политическая память.
Вот и все. Вот. Блять, знаешь, это мне фактами, вот когда я общался с людьми по поводу не Ломаченки мы общались, а почему-то по поводу Усика. По Ломаченке все почему-то молчат, и как бы никто не говорит свое прямое мнение, хотя оно очевидно. По Усику, знаешь, пытаются Усика защитить о том, что якобы он же поднимает флаг Украины. Я говорю, ну так, блядь. Янукович тоже поднимал флаг Украины. Ну, типа, вас, блядь, это не смущает? Ну, как бы... Блядь, ну, очень, очень, кстати, странное вот поведение есть у людей. И пытаешься людям все объяснить, и понимаешь, что многим ты, блядь, хуй, что вообще объяснишь. Ты Да, только блядь. политические баллы потеряешь. Ну, вот реально. Этим заявлением ты себе очень много... Ну, я людям говорю, Терехов сейчас герой для многих харьковчан и, да, и всех остальных. Для меня он галимый сепаратист и черт. Потому что многие, кто не с Харькова, не знают, но он прямой ставленник Кернеса. Он называл Майдан продажными, там, этими проплаченными активистами. 22 февраля 2014 года в Харькове был съезд Юго-Востока. Знаешь, нет? Почали із засудження усіх, хто вийшов із лав партії регіонів. А далі перейшли до ситуації в країні. Зі сцени наввипередки розповідали жахачки про столичний Майдан. Активістів називали не інакше, як бойовиками. Делегатів лякали тим, що зі столиці 20 тисяч озброєних радикалів доправлять на схід і на південь громити домівки та нападати на людей. Часть семей народных депутатов находятся в качестве заложников. Угрозы убийством, уничтожение имущества членов семей и близких стали очевидным, обыденным явлением сегодняшнего дня. Когда проезжали по Киеву, увидели одну милицейскую машину, обрадовались. Милиция вся забежала. Ее разоружили, и она беззащитная. И даже один главный еврей Коломойский, такой олигарх есть в Украине, сказал, что я сепаратист. Так я хочу ему ответить здесь, в этом зале. Я за единую страну. Оплотівець закликав депутатів не зволікати, а дати відсіч, озброїтися і узяти під контроль усе, що тільки можна. Я призываю вас, депутаты местных советов, пожалуйста, создайте в каждом регионе за счет бюджетных средств местного самоуправления дружины. Мы должны друг друга поддерживать. Вооружите нас. Чим можете, вооружите нас. Зрештою, депутати закликали росіян допомогти навести конституційний лад у державі та оголосили резолюцію. Всю власть на местах берут на себя органы местного самоуправления. Рекомендуем населению самоорганизоваться для взаимодействия с правоохранительными органами на местах. Я хочу сразу передать тем горячим головам, которые стоят тут недалеко и, потирая руки, брызгая слюной, ждут прихода во власть. Во-первых, пусть подождут чуть-чуть. Чекати довелося недовго. Ні Кернес, ні Добкін на Майдан так і не вийшли. Потім стало відомо, вони втекли до Росії. Где призывали Царев, потом Жилин, глава оплота, а Царев это этот, сам понимаешь, да? Кернес был на этом съезде, и прочие мрази-сепаратисты, которые свалили в Россию, призывали русскую армию войти в Украину, чтобы помочь. А Терехов был в это время заму Кернеса, понимаешь, и все остальное. И люди не помнят этого, понимаешь? И Терехов в то время ни разу не осудил этот момент, понимаешь? И людям все равно, он для них герой. Он для них герой. А то, что 8 лет, мне просто обидно, мне говорит, 8 лет парни умирали. 8 лет. А этот черт молчал. И сейчас они кричат, давайте ПВО в Харькове сделаем. Я говорю, вам зоопарк за 2 миллиарда сделали? Ну, вам что, плохо? Они жалуются, нам негде жить на Западной Украине, там это, плохо, все. Я говорю, а у вас переселенцы в Харькове жили как бомжи 8 лет. Ну, переселенцы с Донбасса, с Крыма, Луганска жили в Харькове как бомжи. Мало того, их хотели, выгоняли еще. Они боролись, чтобы их не выгнали. Они жили, им дали там поле, блядь, эти будки поставили. Там инвалиды с детьми. Ну, знаешь, не мрази какие-то, обычные люди жили. Я к ним приезжал, помогал им тогда, как корона вроде была. А людям, остальным харьковчанам, ну, было все равно. Их волновал зоопарк за 2 миллиарда. А сейчас они уехали и столкнулись с такой же проблемой. Я говорю, а вот вы понимаете, как видите, оно обратно работает. И, к сожалению, люди вот у нас, да, не запоминают. Я теряю тоже очень много подписчиков на этом, вот это все. Я тоже давно говорю, Усика, для меня это все вот вата, которая, знаешь, на 2 стульях усидеть пыталась. Ну, типа, попы московские, ну, что это такое? Ну, это КГБисты. А вот это
Я, знаешь, типа, просто подписчики, знаешь, говорить какие-то, чтобы кого-то потерять, да, бля, я буду говорить лучше все своими вещами, хотите, уходите. Я же никого, как бы, в принципе, не держу, и это личное мое мнение, и мнение мое я подкрепляю какими-то своими фактами, которые я вижу и говорю. Поэтому... Так даже за что ты тогда воюешь, если ты не можешь говорить? Вот, все правильно. Ну, блядь, у всех другая такая тема, типа. А какое, ну, вот, по поводу гражданства, вот, получается у тебя нет что-либо? Что ты думаешь? Да, Потому что если тебя возьмут в плен, ты ж не гражданин Украины. По факту ну, Украина смотри. от тебя скажет, ну, друзья. Блядь, я в плен могу попасть только это, если мы знаем ситуацию, когда там откинуло волной, ты там вырубился, возможно, такая ситуация будет, тогда да, ну пиздец, тогда для меня приготовлена самая большая бутылка, и нас же уже там типа осудили на пожизненный срок без права в черном дельфине, и это правда. Поэтому, бля, будет большая бутылка. Вот. Мне кажется, даже с украинским паспортом в моем лице ситуация никак не поменяется. Вот, на чем так. Но, опять же, ситуация поменяется для многих парней, которые попадут и которые не имеют такого, ну, типа, скажем, лица, как у нас там парней, которые в медиа засветились. Ну, это и плюс, и минус. Да, блядь, все хуево, потому что петицию мы подписали, пришел ответ, а ответ на самом деле никакой, потому что они ответили тем, что есть уже, вот, пользуйтесь тем, что есть, как бы ждите изменения в законе. Но все, что есть, это, если кто-то думает, что я могу расписаться с украинкой и я получу гражданство, это так не работает. Ты расписываешься, 3 года ты под ВНЖ живешь, потом ты получаешь ПМЖ, ты живешь 2 года, и потом ты можешь только получить гражданство украинское. Это если кто-то думает про свадьбу. А так, с этим законодательством, которое вышло, это мне нужно подписать контракт с ЗСУ, 3 года прослужить в ЗСУ, после 3 лет будет рассмотрение. Либо в течение 3 лет в ЗСУ я должен получить ранение, насколько я знаю, да, ранение, медаль какую-то, ну, короче, там такие штуки. То есть, по сути, является, что люди, которые там приезжают и больше там 2 месяцев служат и воюют, могут умереть и без гражданства. А Невзоров сколько ранений получил, как ты думаешь? Бля, Невзоров, мне кажется, пожизненное ранение получал, поэтому выдали на пожизненное просто гражданство. Кому пришла идея в голову получить украинский паспорт? Как вам удалось так быстро это реализовать? Вам кто-то помогал? Это было не быстро. Это было... Эти решения пришли не сегодня и не вчера, а тогда, когда положение на фронте было значительно более тяжелым, когда еще не было понятно, что да, в этой войне, безусловно, победит Украина. Я не стал бы примазываться к чужой победе. Это очень страшно, потому что я понимаю, знаешь, мы с тобой говорили на тему опасения государства, что это могут быть какие-то там диверсанты и прочее. Об этом тоже писали люди. Но, блядь, есть детекторы, боитесь, блядь, садите людей на детекторы, именно бойцов, которые там с иностранных легионов. Я знаю, что и возможность детекторов проходить есть, кто бы что мне не говорил. А так этим вы еще показываете людям, которые сидят в другой стране, вот прямо сейчас, которые готовы приехать и стать на защиту Украины, тем, что вот вы даете гражданство, и вы не будете выброшены в своей квартире. Потому что, блядь, у меня примеров дохуя, особенно с русскими парнями, которые с 2014 года здесь. Я не буду говорить, там, допустим, одного мы говорили, славян, да, ебать, у него и медаль есть, он и куча, блядь, в горячих точках побывал, у человека, блядь, нету до сих пор гражданства. Ну это же пиздец. Есть люди, которые никто не знает. Есть человек, который оставил в России квартиру 3-комнатную. В России, не где-то там, блядь, в Подзалупинске, а в Москве вроде. Или в Подмосковье, но где-то нормальную квартиру, 3-шку он оставил свою машину, приехал, блядь, стал на защиту Украины, у него до сих пор, блядь, нету гражданства. Ну это же пиздец, понимаешь? И прикол в том, что люди, которые там прожили с ВНЖ и ПМЖ,
как это, знаешь, типа говорят, то им все равно не дают гражданство. Вот. А сейчас я слышал такую тему даже насчет белорусов, которые там с ДМСом все воюют. ДМС перестал работать во время войны. По итогу у всех закончились там ВНЖ, кто-то не может продлить. ДМС приходит работать, срок истек, пошел вон со страны. Вот. Ладно, хорошо, когда там белорусы, там вот история с этой девушкой, которая в Буче там помогала, да, под завалами, есть людям, кто подтвердит. Ну вот, допустим, а если вот человек не вступал ни в какую, допустим, волонтерскую организацию, но был на тех же, типа, на тех же руинах, да, на тех же руинах и помогал, вот, блядь, где ему вот достать вот это вот типа слово, чтобы ему сказали в ДМСе, пришли волонтеры, сказали, да, этот человек нам помогал. Нигде. И его выгоняют. Это, блядь, все упущение. Ну, да, и вот тут Невзоров, конечно, мне кажется, такой сюр. Ну, у меня к нему претензий нет, я по его персоне не сильно разбирался, даже вникал, но мне чисто обидно, я потому что знаю, что огромное количество людей будет теперь сомневаться, и даже тех россиян, там, белорусов, да, которые могли приехать сюда, либо перейти на нашу сторону и воевать, их будут останавливать то, что в любой момент Украина может от них отказаться. Ну, по факту так и есть. Потому что не дать гражданство, это не обеспечить элементарно защиту. Вот сказать, ты наш человек. А по поводу бояться, ну, слушай, бояться чего? Труханов у нас мэр Одессы, Терехов мэр Харькова, Штепа была мэром Славянска, это которая это, да, открыто. Дальше у нас Суркис, он батальон Монако, который вышел, видел, Украину ткач взял. Поэтому у нас тут человек, у меня на соседней улице жил один из основателей ХНР. Харьковский народ не просто, знаешь, рядовой, один из основателей. Его никто не трогал, и он последний митинг свой сепарский проводил 20 21 февраля. Ну вот, пример. А если они боятся, так пусть обяжут каждый месяц или каждый там сколько времени появляться и отчитываться, ну, людей, что проблема, хотя на протяжении 2 лет, ну, к примеру, да? Ну да, так с ней проблема. Механизм вот так вот. До ситуации, понимаешь, так просто никто, бля, я заметил такую хрень, никто работать не хочет. И прикол в том, знаешь, там ситуация есть сейчас у моего друга, его жена просто пришла перевод паспорта делать в нотариальную контору, а ей в нотариальной конторе заявляют, что мы белорусам не делаем переводов паспорта. Ну это же пиздец, блядь, ебать. Она говорит, мой муж, блядь, воюет, блядь, за Украину, а им похуй вообще. И это такие, знаешь, жесткие упущения. Многие думают, что мне просто нужно гражданство, но у меня как бы статус беженства есть. У меня все права, что и у украинца. Я живу по правам украинца. У меня нет белорусского паспорта, но я не имею права голосовать. Не имею права голосовать и там еще какие-то ништяки, чтобы были как у гражданина. А кем ты себя дальше тут видишь? Ну, вот, грубо говоря, там война сейчас, да, потом ты как планируешь тут быть, либо там в Беларусь, либо что-то. Да, не, смотри, будем честными про Беларусь. Все зависит же, опять же, понимаешь, от людей, типа. Знаешь, типа, пойти в открытую, блядь, на Беларусь, это, блядь, звучит, знаешь, как пойти войной. Вот, поэтому я это понятие не рассматриваю, но если люди там опять встанут, как встали раньше, то я, блядь, проберусь в эту Беларусь и буду с ними стоять. А так, планы оставаться в Украине, блядь, ну, если бы я не хотел оставаться в Украине, я бы, блядь, не воевал. Я бы, блядь, уже в Польше где-то там картошку сажал бы, продавал бы белорусскую картошку. Вот и так, вот так. Ну, ты уже, кстати, чувствуешь себя медийной личностью, там, звездой, там, знаешь? Да, блядь, люди подходят, понимаешь, люди подходят и фоткаются, и многие пишут, что какой-то твой голос имеет вес в этом всем. Ну, бля, я, знаешь, стараюсь от этого на вытянутой руке держаться, как бы, доносить какие-то людям свои мысли, да, пожалуйста, а так. Как бы, это немножко, наверное, не мое. Я немножко другого хотел бы от жизни. Ну так, а как-то... Знаешь, заикаться не надо, потому что мало ли, закрутит, все завертит, но пока так. Как ты отдыхаешь от боевых? Тоже люди спрашивали. Как я отдыхаю от боевых? Я отдыхаю с хорошими мне людьми, вот. Да по-разному отдыхаю, иногда просто тренируюсь, и смотря что считать отдых.
Люблю просто поспать до часу дня. Это прекрасно. Вот. А так все по-разному. Поесть где-нибудь вкусно, походить, погулять, поездить, если есть в той местности варианты поездить где-то. Такое. Как ты сейчас, вот, ну, то, что сейчас происходит, на фронте оцениваешь перспективы? Ну, без радоебства этого дебильного, ну вот, реально. Блядь, да будем, знаешь, типа, это все сейчас так двигается с такой волной непонятной. Я просто сдержусь от ответа, потому что хочу посмотреть, как в ближайших пару месяцев все пойдет. Вот так все отлично пока. Мне просто интересно, будет ли переломные ходы, которые я там для себя какие-то думаю. Вот, и все. Ну, вы как нормально, вы всем обеспечены. Ну, я имею в виду подразделение ваше. Я просто, я за вами наблюдаю, я плюс-минус понимаю, где вы там, да, но я даже не спрашиваю, как бы, мне там не супер интересно, хотя можно все, конечно, узнать. Но я привык... Вот. Да, если мы будем сравнивать наш первый месяц, то это был, конечно, пиздец. Одевались, блядь, что попало, и где попало, и что было, как говорится. Сейчас, да, сейчас есть время где-то себя подсобрать, что-то одеть, свою дудку как-то накрутить. Кстати, если есть, вот сейчас будут все смотреть подписчики, если есть у кого-то русские, которые готовы мне купить русский приклад и отправить, блядь, буду просто благодарен. Потому что ПТ-2, вроде он так называется, на ПКМ есть, сука, только в России. А что, сделать нельзя? Бля, я не знаю, где это просто делается. Короче, я заказал, мне сделали на 3D принтере саму эту трубу, и я на нее уже насунул, короче, телескопический приклад. Но я взял, короче, его в руки, я еще не стрелял, вот только перед отъездом сделал. ВК, зачем ВК? Бля, и он, короче, вот так вот болтается, понимаешь? Я такой думаю, бля... Да просто, это типа, знаешь... Ну, бля, это же любовь к оружию. Ну, тебе ли не понять? Ты будешь свое брать оружие, ты будешь его собирать и вешать на него все, что захочешь. Ну, у меня вот снайперская винтовка. Я могу принести, ну, сейчас, Даню попрошу. Даня, принеси винтовку. Вот. Но мы вот собираем, это вот, ну, все куплено благодаря волонтерам. Вот. И мы собирали буквально там месяц-два, там Лачет помогал, принеси эту. И, конечно, ну, и когда мы вот почти закончили, нам там ПБС осталось купить, и, ну, конечно, снайпинг, мы вот обучаемся, это, ну, столько денег, это пиздец. Ну, да, бля, у меня мечта, блядь, была, короче, стать снайпером, но, блядь, все по войне пошло не по плану. Вот, на самом деле... Да, на самом деле это такая, знаешь, я говорю, что если будет какая-то следующая война с инопланетянами, пойду учиться на снайпера, блядь. Это у меня так получилось. Я в 14-м тоже мечтал, ну тогда что было? СВД, в Азове ж не давали снайперки всем подряд, а потом там война затихла, меня перевели в штаб, а уже там такого движа не было, ну как бы я уже там остался, я в пехоте отбегал, я уже год в пехоте, я уже честно так, блядь, сыпался. Я думал... Пехота просто, короче, взяли себе Precision, малышка у нас тут. Вот. Короче, это мы брали с рук, вышло нам 270 тысяч сам ствол с ложей, 170 тысяч приклад, прицел найтфорсовский, моноблок взяли, я уже не помню, шведский чи какой, 20 тысяч моноблок, 170 тысяч прицел, сошки 12 тысяч, ну, ДТК не стоит, ДТК тоже, ну, короче. Тут, ну, грубо говоря, 500 000 гривен, вот, да, и я когда стреляю, да. Вот, это, знаешь, это на тему, бля, почему ставить телескопический прицел на ПКМ, потому что я просто залез, у меня был печенек трофейный, сначала был М240, М240 неудобный, он стационарный, все-таки пулемет, но у нас Мали с ним работает и так, типа, со стойки неплохо, потому что под его неплохо так на левую стойку становится. Потом у меня был КМ украинский, который каждый 7-й патрон у меня клин был. И потом вот с КМа, короче, затрофеял печенега. Печенег охуенный.
просто. Песня. Вот. Но на него не было сменного ствола. И знаешь, поэтому я так думал, блядь, ну типа до серьезного замеса до какого-то, и можно, короче, типа выкинуть будет. А потом просто пришли люди, которые попросили изучить пулемет печенек и дали мне ПКМ. Тоже, типа, он трофейный с 15-го года, если я не ошибаюсь. Вот. И я, блядь, посмотрел уже, ты начинаешь этот ПКМ юзать, короче, смотреть, и уже, знаешь, эти в интернете фотографии, ты смотришь на него, думаешь, там такой собранный, думаешь, ебать, где его, как собрать? Ну и все. Но скажу так, все мои извращения над ПКМ, вот я работал с ночником, на нем был ночник, это все-таки извращение для меня. Вот. Выдержит ночник это? Он выдерживал, у меня ночник такой большой, он выдерживал на 240 с ним работать и ПКМ, но не та эта работа, хоть и под определенные задачи мы выходили, делали, ну вот такое. Вот. Сейчас он уже... Как ты, кстати, вот, оцениваешь обеспечение там русаков, их навыки? Что ты скажешь? Бля, это все, знаешь, это все делением происходит. Потому что если мы возьмем, допустим, обычные войска, ну, самые обычные мотострелковые, там, блядь, и всякую эту шлагупень, то у них обычное обеспечение, обычные дудки, ничего интересного. Но у пацанов из ГРУ, вот, и спецназовцев, этих десантников, у них дудки уже поинтереснее. Кашники 12-е у них печенеги на вооружении стоят. Снайперки, насколько я знаю, я видел пока только СВДхи. Винторезы у них и валы еще есть у спецуры. Да. Вот, поэтому я пока только такие типа встречал. И что, вооружение обычное. Ботинки там. Одному русскому солдату не посчастливилось приехать на обмен. Вот, он как бы не дожил, сказать, ни до чего, и на нем были ботинки украинского производителя, то есть он снял с украинца, вот. Есть и такие истории. Так все они, блядь, обычно одеты, как обычные бичи. Нету чего-то такого, знаешь, интересного. Вот ты смотришь, блядь, украинскую армию, ебать, типы выходят, да даже пиксель, ебать, его в рот смотрится, просто получше этой жабки просто, понимаешь? Да, сейчас тем более некоторые... Ну, мы здания так все тоже одеты, и некоторые тоже смотришь, думаешь, пизда. Но да. Я вот после прошлого понял, что в 2014 году, чем меньше на тебя всего надето, тем легче, блядь. В 2014 у меня был автомат завешен, там, каска, 6 магазинов, 7,62, тут еще один, приклад телескопический, коллиматор, там, ДТК, там, ручка переноса огня с сошками. Я вот то, как там Маринку мы штурмовали, еще где-то в разведку. Броник этот же Азовский был, вот этот с кевларом, и я вот, у меня еще в Маринке рюкзак был медицинский 5 килограмм. Я там за этой БМП шел, я умирал просто там. На мне 25-30 килограмм, такое чувство, что я на себе кого-то несу. А мне еще и воевать-то надо. Блять, это знаешь, это история на тему, когда я без опыта, мы шли на штурм тоже села, и у меня, блядь, патроны за спиной, короба, блядь, и М240 12,5 кило весит. У меня висит еще здесь патроны на всякий случай, поделенные по сотки, я их делил, короче, чтобы если пидоры какие-то выскочили, то есть как бы, блядь, все под рукой, нахуй, можешь ебашить. И я помню, мы, блядь, прошли сколько? 6 километров мы прошли, и я охуел. Я понял после 6 километров, что, блядь, если там сейчас какая-то война будет, то я не воюю, как бы. Можете меня, нахуй, сразу забирать, блядь, и все. Вот. Но сейчас такое, все немножко легче, и... Ну, допустим, по одежде у нас вопросов. Сейчас только стоит вопрос, то, что к зиме мы, наверное, готовимся уже. Сейчас очень важно, сразу все, вдруг волонтеры будут смотреть, да, сразу уже покупайте, ищите осеннюю, зимнюю одежду. Я всем говорю, потихоньку, даже можете не потихоньку уже покупать, потому что армия огромная, и вы не купите сразу на всех. А зимой воевать, осенью, это... Я помню свою первую осень-зиму в Азове, да, где я наспал в ноябре месяце на картонке, ну как спал там, на посту был, вот, ну, лежал на земле, контролировал свой периметр,
Меня, по-моему, командир прикладом бил, короче. Но меня друг не разбудил. Ну, то такое. Но я помню это было ужас просто. Поэтому волонтерам сразу готовьтесь, да. Да. Термухи, обязательно термобелье, но не такое, что китайский шлак, вот как в первом месяце там у нас был. У меня был пиксельный обычный китель, обычный этот легкий, обычные штаны. И присылали, знаешь, волонтеры термобелье. Я его одевал, и как бы оно, блядь, не ощущалось вообще. Потому что непонятно какое. И, это мрак был. Поэтому к зиме нужно готовиться нормально, и лучше заранее. Вот. А так все потихоньку хватает. Смотри, магазины уже военные, уже, я смотрю, нормально потихоньку начинают отшивать все. Я вот заехал, сейчас на выходном был, нашел для себя прекрасные штуки. Это под ПКМ, под короба крепление на РПС. Ты крепишь его с быстрым сбросом, то есть ты его быстро снял, запихнул, и все, и работает. Но все равно там большие проблемы на границе. Все магазины жалуются, что ебаная бюрократия. Да. Тут, блядь, много вопросов. Есть еще, знаешь, есть вопрос такой, когда люди волонтерку и собирают, и мы уже и с такими даже общались, а он стоит и продает пацанам, воинам на обычной стоянке. Вот. Блядь. Ну, а так, у нас все, по крайней мере, в нашем подразделении, все пока что в порядке. Единственная проблема, это проблема в машинах. В больших машинах сейчас будет проблема и в ночных видениях приборов. Потому что не у всех они есть, и они, сука, дорогие. Ну да, это не только у вас. Я с кентом общался с иностранного легиона. Тоже говорит, они в интернете собирают все дела, потому что, нету. У них там тоже бывают специфические задачи, и на самом деле, просто, мы с братом, мы говорим всем волонтерам, не покупайте херню, еду, конфеты, эти бритвы, я говорю, бойцы сами купят. Я говорю, соберите все бабки, 3 фонда, купите один офигенный ночник, вот как в Азове был у нас теплак, на 2 километра бьет. И ты сидишь, 2 километра ты зайца можешь разглядеть. Я говорю, вот такая одна штука на позиции, вас целая рота будет вообще, целовать и обнимать вместе за одну такую штуку, говорю. А кто же вы купите там консервов 50 штук, которые валяются и так? Никто не будет. Поэтому да, всем это. Давай Да, слушай, я помню пару вопросов. Давай. Короче, я тебе, что скажешь этим молодым, которые хотят на войну идти? Если это парни, на которые хотят воевать, смотрите, парни, все люди, которые сейчас находятся на войне, все, кто воюют, эти люди вам дают бесценное время, которое у вас есть. И это время вы должны потратить на изучение, как воевать. Приобретайте военную специальность. Нету такого, что вы, блядь, посмотрели, у вас там хорошая физическая подготовка, и вы не в рот ебеный специалист. На войне это так не работает, и сейчас война выигрывается людьми, которые обучены хорошо, имеют военную специальность, поэтому у вас есть это время, готовьтесь. Вот. Не надо идти повально, как все сейчас идут, блядь, я смотрю, все дронисты кругом, блядь, куда ни плюнь. Пацаны, артиллерия, ебать, важная тема. Если вы дружите с математикой, блядь, пиздуйте на артиллерию, вам понравится. Ведь вы ебашить будете чуть ли не каждый день просто. Так извини, сейчас же тебе не советское говно дают. Да. Сейчас саушки, цезари, крабы, панцирники, идите, допустим, до куча есть специальность, на которой можно обучиться, не сидите без дела. А если кто-то вообще не знает, с чего начать, то начинайте хотя бы просто элементарно с медицины, потому что медицину вы будете проходить свой каждый день, или через день вы ее будете повторять, ее никогда мало не бывает. Вот. Поэтому это все, что я могу сказать. Так, гражданским что скажешь? Гражданским, да, смотря каким гражданским, что сказать. Просто которые любят, поддерживают Украину, тебя там смотрят, что ты хочешь сказать, потому что сейчас у всех такое. Я хочу всех, наверное, поблагодарить таких гражданских, которые до сих пор помогают, которые смотрят за этой обстановкой, которые не забывают, что идет война.
Я понимаю, что есть усталость от войны, это все понятно. Отдыхайте по возможности, но отдыхайте культурно и правильно отдыхайте. Старайтесь также поддерживать свою армию и надеяться на лучшее, что можно сказать. Главное, тут, знаешь, я говорю, что это такая вот, это такое звено вот этих людей, которые действительно помогают и не забывают войну. Вот они становятся с тобой в цепочку, где ты военный, тут у тебя крепятся волонтеры, да, вот тут крепятся люди, которые там, пускай они донатят, я знаю, что донаты бывают там и по 10 гривен, на этом спасибо, и понимаю, что каждый там перечисляет. Мы не будем брать пидорасов, у которых мы знаем, что могут и как бы больше помочь, или которые сидят там из-за границы, кричат, ебать, мы помогаем, а по факту нет. Но возьмем нормальных людей, которые действительно там помогают. Это все вы звенья одной цепи. Если это звено нахуй оторвется, то посыпется вся вот эта вот корка. Вот, поэтому я всех благодарю реально, и вообще и волонтеров, и людей, которые помогают. Потому что я на себе ощутил реально. Вот я на себе могу сказать, что я ощутил эту помощь пиздец. В первый месяц войны, когда у тебя нихуя просто нету, вообще ничего нету. Во-первых, да, есть пацаны знакомые, которые воюют, они тебе там как-то помогают, там мне было что такое, типа, бля, у тебя нету того-то, прям вот так свое отдавали, которое там второе было, да. Вот, и я ощутил эту помощь, пиздец. Без этой помощи, я думаю, что многого бы и не было. Так все. Я тоже из дома выгреб все, что было. Я до этого отвез парням на фронт в 18 году. Потом сейчас приехал, все, что там штаны, трусы остались. И это все, я, короче, тоже все продал. Поэтому... Да, мы, знаешь, мы точно так же поступаем. Вот мы с тобой на тему говорили, всего либо хватает. Мы там пытаемся, знаешь, улучшить свое снаряжение, там, одеться еще лучше, это понятно. И все, что остается, вот, по крайней мере, в нашем примере, я там пацанам отправлял. У нас там с первого месяца там плиты были, пиздец, тяжелые. Я там говорю, блядь, у меня есть плиты, они тяжелые. Они говорят, нам похуй, что я говорю, давайте. И я туда отправляю, и люди говорят там, типа, сколько денег? Я говорю, что ебанутые, что ли? Типа, какие бабки, блядь. Вот, поэтому помогайте, это очень важно. Нам тоже так же. Будем заканчивать уже сейчас, наверное, это. Друзья, ссылки на Янки соцсети будут в описании. Подписывайтесь на YouTube канал «Мой с братом». Буду всем благодарен за поддержку. Я думаю, будет по возможности какие-то интервью. Сейчас видео с боевых появятся. Мы просто то, что у нас ездили на боевые, мы там выложили. Сейчас пока такое тренировки, затишье. Вот, поэтому подписывайтесь. Всем огромное спасибо за поддержку. Я тоже присоединяюсь. Без